колоды, когда я колоду вынула из коробочки, и я взяла эти карты на как благословение и как на начало расклада, сделала из них заставку. Здесь ребенок и книга. Это означает, что вас ожидает что-то новое, судьбоносное. Это может быть встреча новая с кем-то для личных отношений или для работы. Это может быть продвижение ваших бумажных дел где-то. Новое что-то, судьба, книга судьбы. И новое что-то, какая-то очень благоприятная страница будет записана в вашей книге судьбы. А предсказание здесь на такую тему. На что вас готовят высшие силы на предстоящую будущую неделю. Чему вам следует приготовиться. Что высшие силы вам хотят дать хорошее, потому что высшие силы хотят обязательно что-то хорошее дать, но что именно, покажут карты. Здесь я буду для вас раскладывать вот эту колоду Old Style Lenormand, то есть Ленорман старого стиля. Карты очень классные, мне они очень нравятся. Если вы хотите знать, какие карты лучше Ленорман, Ленорман мы рассматриваем один символ на каждой карте, поэтому лучше те, что вам нравятся. А я надеюсь, ой, смотрите, что-то вылетело само. Я надеюсь, что вам эти карты тоже нравятся. Это потрясающе, это вообще. У меня просто нет никаких слов, чтобы выразить мои ощущения сейчас. Вылетела сама, как птица. Вы сама вылетели, как птица из того места, где вы сейчас есть. И вы знаете, как вот интернет, радио было, да, потом интернет. И это нам показывает вообще, как в мире все работает. Потому что любой закон природы люди не открыли. Эти законы были раньше, просто для нас они стали явными. То, что мы сейчас с вами общаемся, вы на Камчатке сейчас, может быть, или в Японии, или где-то еще в уголке мира. И я в уголке своего мира, в канадской Сибири, здесь в Ванкувере. И у нас моментально происходит общение. Это просто, это правда священного духа. Значит, священный дух, он вездесущ, и было открыто еще людям духовным раньше вот эти законы, да. Через интернет сейчас закон этот проявился. Вы можете, вот как птица, как эта карта, она как птица вылетела из колоды, и это карта женщины, это карта человека, который смотрит. То есть вы вылетели сейчас, вылетел ваш двойник. Мы двойников всегда от себя отделяем, если хотим с кем-то пообщаться на общей территории. Кстати, это правильное поведение человека. Ваш двойник, то есть вот ощущение вас я сейчас очень сильно имею в пространстве, где я раскладываю карты. Потому что вы сейчас тет-а-тет сюда прилетели ко мне и сидите прямо передо мной. Вот я смотрю прямо перед собой, когда делаю расклад, и вижу вас. И вижу вас именно того человека, который смотрит, моего подписчика, конечно, потому что расклады, конечно, для подписчиков делаю. Подписывайтесь. Вы подписывайтесь, кстати, не на меня и не на канал, а на мои видео. Вот кто не знает, потому что есть такое клише «подпишись на канал». Вы подписываетесь на помощь из моих видео. Вот на это стоит, наверное, подписаться, правда? Так что расклад будет правдивый, он именно для вас, лучше, чем заказанный, потому что в любом случае каждая информацию по-своему усваивает. А я буду для вас делать 3 сферы. Я просто в восторге, что сейчас произошло, просто в восторге полном. Вот, и я буду для вас делать сейчас 3 расклада. Первый расклад будет с левой стороны, и там будет такая сфера, как работа, профессия, деньги, финансовый поток и реализация своих талантов, да. Потому что эта сфера сейчас, вот так я, когда медитировала, так мне вышло 3 позиции. А вторая позиция будет на личные отношения, на то, что именно сейчас у вас происходит и будет происходить в отношениях в паре, если вы уже в паре, или же будет ли новый человек для вас, если вы ищете партнера, все карты покажут, либо же вообще ваша личная жизнь. Это не обязательно, что с партнером, как вам хочется, и что будет ли природа, сам Творец, ангелы помогать вам добыть то в личной жизни, чего вам хочется, именно вам. А с правой стороны будет расклад на здоровье и семью. Но семья может быть у вас домашний питомец, это тоже, сейчас тоже, знаете, сейчас нет клише. Все то хорошо, семья, что вы считаете семьей. Иногда самые близкие люди нам не очень-то друзья, да. Так что у кого семья, это дети и вы, у кого родители и вы, у кого это только ваш любимый, если нет любимого, это ваш питомец и вы. Или вообще дом ваш и вы, дом тоже это живой. То есть ваша жизнь такая, знаете,
Приватное, что касается вашего здоровья. Ну вот, пока рассказывала, карты приготовила. И мы начинаем с вами работать. Я очень рада, что вы пришли, очень-очень рада, и всем желаю счастья. Я начинаю, подснимаю от себя, потому что для вас первые 3 карты, это будут карты на карьеру, работу. И здесь у меня будет еще, я оставила место для совета, вот в этом месте. Потом следующая позиция, как я сказала, для отношений. Что-то такое делается. Что такое делается? Карты живые, но они всегда живые мне раскладываются. Посмотрите, вы сами видите, да? Все карты рубашечком кверху, а карта мужчины, ну, рубашкой к низу, мужчина сверху. Ну как такое может быть? Перед вами все делаю. Ничего не скрыто, все явно. У меня полная транспарентность, полная открытость. Как такое может быть? Конечно, может быть, потому что Вселенной я доверяю, знаю, что может быть. Может и будет счастье. Мужчина смотрит на вас, он вышел сам. Потрясающе. И он в короне, смотрите. Поэтому человек, который будет достойно себя вести по отношению к вам. Поэтому у него корона на голове. Потрясающе. Ну, конечно, я рассчитывала взять 3 карты. Мужчина сам вышел. Беру 3 карты на личную жизнь. Кого это вас волнует, вот это отношение в паре. И еще 3 карты на семью, то, что для вас семья, как я сказала, и на самочувствие, если кого-то это интересует. Вообще самочувствие должно всех интересовать, потому что человек, когда он за собой смотрит правильно всю жизнь, тогда он будет жить долго, и у него все будет хорошо, будет счастье. Счастье зависит, конечно, главное от самочувствия. Часто молодые не понимают этого и делают ошибку. Ну вот, еще один мужчина, как вы видите, да. Но именно этот мужчина из другой пары. Это интересные карты. Многие современные Ленорман сейчас так делаются. 2 пары, чтобы можно было разных людей посмотреть, как другие люди влияют на вашу жизнь. И именно почему это просто потрясающе вышло, такое благословение вам. Ну что это одна пара. Здесь 2 пары, они смотрят друг на друга. Вот здесь будет еще одна женщина, темноволосая, да. И она будет смотреть вот на этого мужчину. По-моему, она светловолосая с этим мужчиной. То есть здесь вот соединение противоположностей, да, у нее темные, светлые, но это не значит, что у вас волосы там какие-то не такие, как на карте. Это не в этом дело, не в этом суть. Вот это одна пара, те, кто друг на друга смотрят, а это другая пара. Поэтому еще что потрясающе, что именно нужный мужчина вышел. Вот именно нужный, тот как перчатка вам подойдет. Уже вот начинается здесь открытие канала, чтение среднего на отношения. Но я сейчас перейду и хочу открыть канал и быть в потоке для вас, что касается карьеры и финансов. И вот это с левой стороны мужчина вышел. Но мужчина это, конечно, хорошо для карьеры и финансов. Это сразу благословение вам, если вы вот будете как, ну, как бизнесмен, даже если вы woman, неважно, женщина вы, да. Карта коса идет прямо на мужчину, видите, на мужчину. Значит, что-то очень срочное нужно или вашему мужчине узнать насчет карьеры, или вам самой насчет карьеры. И я здесь вижу карта якорь. Вам нужно сейчас узнать очень срочно, что то, что вы сейчас делаете, правильно. Потому что якорь – это стабильность. У вас будет стабильная карьера. И многие из вас, кто сейчас думает, кризис не получается, ну как же так, так тяжело. Вот этот расклад говорит, срочно вам или вашему мужчине нужно узнать, что у вас будут перемены в работе, в карьере в сторону стабильности. Это может быть для многих означает, что вы найдете себе лучшую работу, стабильную, или же ваш мужчина найдет ее. На работе будут больше денег платить, и вы будете довольны результатом. То есть, несмотря ни на кризис, ни на все сложности, у вас будет прорыв в сторону удачи и благополучия. Но я сейчас возьму совет на эту сферу, перейдем на следующую. Так, совет на сферу работа, стабильность. Видите, вам повезет. Вот то, что сказала, так оно и есть. Так оно и есть, так тому и быть. Вообще, как мы уже знаем с вами, инь и янь, да, это древний закон, не то, что сейчас кто-то там решил в Европе или еще где-то. Это древний закон, девочки. Мужчина и женщина 50/50 в каждом организме есть. И когда я смотрю для вас на работу, я рассматриваю вас вот в этой позиции, мужская энергетика.
энергетика такого поведения внешнего, да, потому что мужчина всегда внешнее поведение, женщина внутреннее поведение. Мужчина всегда-то сверху, ну, выглядит как мужчина, а внутри он женщина, он тонкая, там, чувственная душа, 1000000%. А у женщины наоборот, сверху она такая мягкая, деликатная, красивая, а внутри она как мужчина стержень имеет. Только так здоровый организм работает. Когда я спрашиваю на работу, на карьеру, на финансы, выходит карта мужчины, это вы, независимо от вашего пола. Это вы, как вы проявляетесь в вашей профессии. Карта якорь – это карта профессии. И срочно вам нужно узнать, что у вас в профессии будет прорыв. Потому что якорь и клевер вам повезет в том, что теперь вы не будете волноваться о завтрашнем дне, теперь вы не будете бояться бедности, теперь вы не будете бояться того, что не будет куска хлеба для ваших детей на столе, если у вас есть дети. Или вы не будете бояться, что когда вы уже пойдете на пенсию, у вас ничего не будет. Этот страх уйдет. Вам сейчас нужно знать, что в будущем вы будете очень финансово благополучны. И сейчас уже все к этому идет в мире. Деньги теперь меняются очень сильно. И мы должны будем знать, что теперь голодных не будет. Но я надеюсь, что и в Африке их не будет. Но там, где вы живете, 100% не будет. Голодных нигде не будет. И не о голоде идет речь, когда идет речь о вас. Потому что карта клевер не говорит о том, что ну, вам вот будет прижимисто, там на кусок хлеба хватит, а на больше нет. Это вот все, что это, ну прямо противоположно, потому что клевер – это удача, это когда вот на все есть, когда ваша жизнь – это сплошная радость, вот это клевер, да, и бубновая шестерка – это на деньги, конечно, да. А вместе с картой якорь, ну вы заслужили этого, здесь пиковая девятка, вы настрадались, вы получили профессию, вы долго не могли реализоваться, теперь пришло время реализации себя, очень хорошая карта. Карты так говорят, девочки. Иногда это нужно услышать миллион раз, потому что, чтобы нейронные связи новые в вашем мозгу образовались, не те связи, что ой, как рыба бьюсь, это старые нейронные связи. Чтобы образовались новые, кстати, нейронные связи новые образуются до старости самой. Так что не слушайте, кто там вам хочет что-то замылить мозги, да. А чтобы эти новые нейронные связи образовались, вы поняли, что вы никогда не будете бедным, что вы будете радоваться, что у вас будет много денег, много финансов успешных. Вам нужно миллион раз это сказать, да, 1000 раз повторить, конечно. Ну вот здесь все понятно, я не буду больше говорить. Единственное, что для девочек, кто ищет новую работу, здесь тоже очень хорошо. Вы найдете новую работу денежную. И главное, что эта работа не просто будет денежная. Вот эти две карты говорят не только о денежной работе. Это само собой разумеется при этом раскладе. Но здесь говорит о радости, что вы будете делать работу с радостью. Вот без напряжения. Вы знаете, если делается работа с напряжением, и если это вам приносит большие или маленькие деньги, неважно, это все выброшенные деньги, они не нужны вам. Потому что напряжение забирает жизнь и портит здоровье. А за деньги не купишь никакое здоровье. Вот, поэтому этот расклад четко показывает, что теперь то, что вы будете делать, вот это ваш работодатель или ваше маленькое дело свое. Кстати, у всех сейчас должно быть маленькое свое дело. Нужно найти его. Все переходит в онлайн-режим, потому что маленькое какое-то дело, да пусть вы носочки вяжете, и где-то сидите у себя, говорится, в каком-то уютном домике, вяжете носочки, и по интернету их продаете, а какой-то бизнесмен в Нью-Йорке вот именно ваши носочки захочет и озолотит вас. Вы понимаете, да, все переходит в режим онлайн. Так что да, можно на предприятии, плюс маленькое дело дома не помешает никому сейчас. И сейчас технология такая простая, как 20 лет назад, но нужно было быть этим программистом, чтобы там что-то... А сейчас все для всех понятно, в телефончик свой все ввели, инстаграмчик выложили, свои носочки, весь мир их увидел. Ну вот такая жизнь теперь, жизнь для всех, а не только для сильных мира всего. Вы поняли, да? Поэтому эти сильные мира всего, они сейчас беснуются, они понимают, что уходит вот из-под ног, вот это то, что они монополию имели. Теперь все мы можем жить достойно, да? Может, мне тоже стоит носочки вязать, надо подумать. А вот карта клевер говорит о том, что вы будете делать работу с радостью. Вот в кайф, понимаете? В кайф. Но на других раскладах я очень больше рассказываю о карте клевера, о карте якорь. Заходите ко мне на канал. Девочки, это же легко сделать, и абсолютно ничего не стоит.
Вообще-то правильно пользоваться каналами. Чем больше пользуетесь, тем лучше вы получаете для себя. Нажимайте на название канала, и там миллион других видео есть, где я вот это все еще более подробно объясняю. О, вы какие карты хорошие, я просто в восторге. Это касательно личной жизни. Вы знаете, расклад полностью магический, каждый мой расклад магический, но я не перестаю удивляться и восхищаться тем, что происходит. Вот происходит живое общение с потоком. Вы видели, как вылетели вы, вылетел мужчина. Мужчина вообще перевернулся, чтобы вам себя показать. Из всех мужчин, которые есть в мире, вот один вот покажет свое лицо, да, вы будете наблюдателем за ним, вы увидите его воочию, вот так просто лицом к лицу столкнетесь где-то. Вот так вот он выскочил. И смотрите на отношения, расклад, в общем, не поет, а пишет, называется расклад, поет песню, симфонию любви. И аист идет на кольцо, значит, мужчина хочет с вами семьи, дома, уюта, радости, счастья. Он хочет вас поддерживать. Кольцо – это обязательство, которое он выполнит относительно вас. Шикарно, правда? Я вообще в восторге полностью. А медведь – это его страсть к вам, это его чувство, это желание вас защитить перед всем миром. Защитить перед всем миром. Потрясающе. А мужчина деловой, трифовая масть, медведь всегда деловой мужчина, готовый подставить свое сильное мужское плечо. Мужчина 1,5 – это 6, хочет семьи. Бэр, видите, бэр какой, это какой-то полярный мишка. То есть самый сильный, полярный медведь самый сильный, это говорит, что вам, как это транслировать на мужчину, вам встретится самый сильный мужчина, самый лучший для вас, если еще не встретились. Но все смотрят, девочки, для себя. Я, например, в отношениях тоже для себя смотрю. Если там какой-то или конфликт, или недопонимание, вот карты показывают, что действительно он чувствует к вам. А что он действительно чувствует к вам? Он чувствует к вам любовь. Посмотрите, он готов вас одарить подарками, он готов защищать вас, он готов быть для вас всем буквально. Вот эта карта кольцо, это же такое благополучие в паре, да, когда есть взаимопонимание. Есть еще понятие такое, что если в паре не ладится, это связано с заморочками одного и другого человека, связанными с их родовой историей, с детством, с предыдущими отношениями, да вообще в других сферах жизни. Другие сферы жизни тоже ведь влияют на отношения. Это никогда не идет речь о том, что вы или он там плохие люди или еще что-то. Вы оба очень хорошие, вы оба достойны любви. И он достоин любви. И вы сами для себя решаете, хотите вы друг друга поддерживать, вот этот расклад поддержка друг друга. Так что, расклад сам, он без слов говорить, я просто перевожу то, что вижу, это восхитительно. Может, я еще этот расклад сделаю, тоже на английском переведу его, потому что такое вообще классно здесь так вышло все, да. Вот, теперь у нас есть еще третья сфера, но здесь без слов понятно. Нужно поверить в расклад и стремиться к этому, потому что карты дают вам вот это, что будет, показывают возможность будущего. Да? Будущее – это поле вероятности, поле возможностей. Вот такое для вас возможно, это 1000000% возможно такое для вас, для тех, кто смотрит. И, конечно, за неделю вот так вот сразу, да, наскоком. Здесь может быть наскоком, как встретитесь друг к другу лицом к лицу, вот тоже может быть. Или для некоторых не наскоком, а постепенно, вот в такое русло, в таком направлении движутся ваши отношения, продвигаются ваши отношения вот в такое направление. Шикарно. А теперь 3 карты на семью и здоровье. Смотрите, перемены какие-то в здоровье, да. Защита высших сил от негатива. Если на вас был какой-то негатив, были какие-то препятствия, злые люди, которые мешали вам. И, кстати, злые люди, они влияют, самое страшное, на здоровье. Вот. И да, были, потому что тучи, это кто-то туману напустил, кто-то иллюзии вам напустил, кто-то вам внушил какие-то мысли, идеи. Кто-то внушил вам те обстоятельства, которых нет. Кто-то свой субъективный взгляд на жизнь, как перебивная картинка, перевел на вас. Это называется и подселение сущности негатив, когда негативный человек переводит на вас свои неприятности. Таким образом он думает от них избавиться. Такой человек не понимает, что высшая сила дает обратку рикошетом, все возвращается.
Если у вас нет этого негатива, он не может у вас задержаться, потому что к нему не к чему пристать. Подобное притягивает подобное. Поэтому тот негатив, который вам злой человек послал, он рикошетом к нему возвращается, подобное тянется к подобному. У вас нет негатива, я надеюсь, да, то есть своего негатива, с вами же выращенного. А что-то такое? Это негативный взгляд на жизнь, это неверие в свою судьбу, это обидные слова в свой адрес, в личный и так далее. Да? Если у вас нет такого негатива, к вам чужой негатив не может пристать. Но колдуны вас запугивают, внушают вам. Самая сильная защита от негатива — это смелость человека и уверенность в том, что он здесь ни при чем. Если какой-то больной человек вам плохого пожелал, вот эта карта эти две, гора и тучи об этом, но вы вообще здесь ни при чем, поэтому к нему это все возвращается. Нужна смелость, чтобы быть уверенным, что вы здесь вообще ни при чем. Поэтому избавление от негатива ритуально и аффирмациями. Аффирмации — это как по церковному молитва, а по народному заговор, да? Аффирмации по современному. И аффирмации действительно работают. У меня есть специальный канал на аффирмации и исцеление от негатива. И все, кстати, без денег, да, я даю. Кто не знает. Вот. Может, кто не знает, новенький зашел, я говорю, что ничего не продаю никогда. Я знаю, что это все для всех. Я ничего ни у кого не беру, ничего никогда никому не должна, я только помогаю. Так что, если это ваша ситуация, сейчас в этот момент вы исцеляетесь, потому что вы смелый человек, вы понимаете, что это не ваш негатив. Пришел человек и говорит: вот ты такая-такая, я не буду говорить вам слова, но вы знаете, что вам сказали. И если вы в это поверили, то есть у вас уже зерно этого негатива есть внутри, он негатива у вас останется. А если вы не поверили и сказали: ну, Вэлла, это твое субъективное мнение, я остаюсь при своем, тот негатив, который вам послали, он рикошетом идет к врагу. И это называется обратка в народе. Мы вам обратку не даем. Понимаете? Это высшие силы рикошетом возвращают. Почему? Высшие силы любят тоже вашего врага. Ну вот кажется тогда как бы несправедливо, но так оно и есть. Поэтому высшие силы возвращают врагу его же дерьмо. Зачем? Чтобы он смог с ним что-то сделать, то есть искупить свою вину. Вот поэтому высшие силы от большой любви посылают обратку врагу. А вы не волнуйтесь, вы не верьте в то, что вам навязывают. Вот не верьте этим людям, которые вам что-то навязывают. Имейте свое субъективное мнение относительно своего мира. И объективный мир, то есть общий, взвешивайте логическим мышлением, и вы всегда будете правы. У меня об этом есть вот последняя говорилка, если кто хочет. Пока я еще и не закрыла, потому что я, наверное, закрою ее, столько там... я слишком глубоко там пошла, да. Можете посмотреть, заходите на каналы, и там увидите эту говорилку мою. Вот, то есть вы поняли, и перемены будут в вашем понимании, что вы здесь ни при чем. Если какой-то человек нехорошие методы использует для конкуренции, я знаю, что во многих странах, во всех странах, наверное, мира это есть, но, к сожалению, в определенных местах, где нет защиты у людей, вас запугивает конкурент. Конкурент хочет вас унизить. Нельзя унижать другого человека, потому что это возвращается обычно. Если вас... конкуренты запугивают, да, вы не пугайтесь, потому что это больные люди. Вашу нишу никто никогда не займет, где бы вы ни работали. У вас парикмахерская, у вас свой YouTube-канал, у вас, что еще может быть у вас, что угодно, где бы вы ни работали или имели свой бизнес, вас не могут конкуренты занять вашу нишу, потому что ваша ниша единственная, она может заняться только вами. А если вы испугаетесь конкурента, и он вас сбросит с вашей ниши, она будет пустая, и вы не реализуете свой талант. Поняли, да? А так что не давайте себя в обиду. Каким образом? Нельзя поставить другого человека на место. Его можно выдворить из своего пространства. То есть не верить тому, что он хочет вас накрутить, что он хочет вас внушить, что-то вам внушить. И вот это понимание этого, это карта корабль, правильное понимание этого всего. Еще повторюсь, люди смелые, уверенные в себе, они негатив не притягивают. Я на своих каналах очень часто слышу из живого потока карт, что высшие силы хотят, чтобы вы были человеком смелым и верили в свою звезду. Поэтому вот из потока мне очень часто, именно вот в моих предсказаниях, очень часто это приходит. Сейчас возьму одну карту совет. Что касается здоровья,
А может, нужно еще какое-то мнение другого специалиста. Может быть, вам тяжело, потому что опять негатив пристал, или вы устаете. Вот здесь карта гора говорит об усталости. Вы устаете, может быть, потому что дела, которые вы делаете, делаете с напряжением. Или отношения в семье такие напряженные с родителями, с детьми. Но, понимаете, от вас многое зависит. Будете ли вы делать это с напряжением или нет. Ой, что такое? Сами выскочили. Вот сейчас вышли на связь хранители рода. Карта гроб — это хранители рода. Ух ты. Хранители рода говорят, что ключ в вашем доме. Ключ в вашем доме. Видите, ключ от дома. Я уже много раз говорила именно вот о чем шла речь буквально недавно на моем канале, что ваш дом, вот этот особняк, смотрите, вот этот особняк, там 12 комнат, все сферы жизни. И у вас есть мастер-ключ, это мастер-ключ, это ваша радость, это счастье ваше, бубен, это дела решаются. Когда вы каждую комнату из этого дома входите туда и наводите там порядок, проветриваете, смотрите, все ли на местах, нет ли какого негатива, нужен ли веничек подмести. То есть это вот такая магическая магия, понимаете? Что вот эта карта гроб, это ваши предки, это хранители рода вашего, люди, которые жили перед вами в вашем роду. Они сейчас вышли на связь. И они говорят, что у тебя есть свой ключ от своего здоровья, от своего порядка в голове, в физическом вашем теле, физиологический порядок. Наведи порядок в своем доме. Правильный образ, здоровый образ жизни. Это никто не отменял. Для здоровья это номер один. Но многие из нас как бы думают, что это такие слова, которые, в общем-то, могла бы не сказать. Вот я могла бы сидеть здесь и говорить одно и то же. Наладьте физиологические процессы, правильный образ жизни, режим дня. Чем старше мы становимся, тем больше, как в детском саду, правильный режим дня. А в детстве все наоборот было. Нам навязали режим дня в детстве, когда в детстве ребенок как цветок развивается. А в зрелом возрасте, и еще чем старше, тем хуже, мы наоборот, мы протестуем против здорового образа жизни, режима дня, потому что протестует в нас этот маленький внутренний ребенок, который еще до сих пор не вырос, и он не хочет контроля. Ребенка контролировать не нужно, и нужно посмотреть, чтобы он там не упал, чтобы хорошая еда была, все остальное он должен развиваться свободно. А взрослый человек должен иметь режим дня. И ваши предки говорят, что вам нужно наладить режим питания, режим дня. Ну вот без вредных привычек. Ну, я знаю, что это никто не хочет слышать, так что карты без слов скажут вам всю правду. Я возьму еще совет на здоровье. Потому что здесь, видимо, многие люди хотят поправить свое здоровье. Но сейчас это очень актуально, да. Вообще всегда это актуально, по идее. Итак, мы смотрим. Вот, стабильное, очень гармоничное здоровье у вас будет. Это безусловно, это вот гарантировано вам, просто гарантировано, потому что карта сад, это, ну да, легко не дается наладить правильный режим дня, правильное питание. Вот здесь пиковая мать говорит, что ну трудно, да, трудно, но контролировать себя труднее всего. Ну вот здесь вам намек добрыми девицам и молодцам урок. Ой, столько хороших карт. Я делаю оберег для вас, девочки и мальчики. Делаю оберег по моему методу. То есть эти карты для вас энергооберег. Они вас благословляют и дают вам то, чего пожелаете. Здесь можно сказать свою молитву. Что еще мы можем здесь? Дом давайте, дом, мужчина в доме, ключ давайте. Ключ у вас мастер-ключ в кармане. Ну вот так. Можно, что еще мы можем взять? Перемены. Вот это очень хорошо. Ветер перемен. Это всегда хорошо. Ветер перемен. Что еще мы здесь возьмем с вами? И гармония в отношениях с мужчиной. Вот это ваш оберег, девочки и мальчики. Вот так с любовью к вам сделан расклад. И сделан он, конечно, высшими силами, вашими ангелами. Поэтому по-своему услышите каждое мое слово. Что не нравится, можно отбросить. А что чувствуете, подходит, берите себе. И я была проводником и очень старалась. Поэтому если я оправдала ваши надежды, то есть я сделала хорошую работу, оцените ее лайком. Или можно оценить ее дизлайком. Если вот не понравилось, 2 дизлайка можно поставить. Можно сделать комментарий, если у вас есть Gmail почта, чтобы
делать комментарии, нужно Gmail почту открыть, она бесплатная. Заходите на канал, это так просто, нажимайте на название канала. Я ведь тоже, ну, на переломе веков, да, 2000-е не знала, что можно заходить к людям на канал, а там столько интересного. Вот, и много-много видео для вас сделано. Каждое мое предыдущее видео, оно многим помогло и вам поможет. А мои видео, они действительно, ну, они сделаны именно в тот момент, когда вы слышите, особо актуально для вас. Я вас очень люблю, обожаю и желаю вам огромного счастья и благополучия. И я знаю, что мы еще увидимся.